Инструкция номер 17. Не удивляйтесь, что меня сейчас нету в кадре. В этой инструкции речь пойдет о маскировке. В данный момент я нахожусь от камер на небольшом удалении и через несколько секунд появлюсь. Ну а пока немного о некоторых нюансах. В маскировке необходимо учитывать много мелочей, от которых и зависит результат. Первое – это выбор самого места. В данном случае место выбрано и подготовлено заранее. Ну что ж, выхожу. Вот, практически на ровном месте. Необходимо выбрать сначала небольшое углубление, складку местности или в данном случае небольшую яму, где и будет размещено все мое тело, и сверху оно будет накрыто вот этой маскировочной сетью. Данное углубление достаточно для того, чтобы скрыть полностью мое тело здесь. И сейчас я приступаю к сбору материала. Сбор материала — это все то, что находится вокруг данного места, но собирать его необходимо немножечко чуть дальше, для того, чтобы здесь не образовывались залысины, которые могут и выдать ваше местоположение. Я запомнил цвет травы вокруг данного места, и сейчас его необходимо найти. Так, превращаемся в комбайн. Да, хотел сказать, что материала в данном случае много не бывает. Его может быть мало, его в результате может не хватить. Поэтому нужно не стесняться и брать с запасом. В крайнем случае можно будет еще припорошить это место вокруг, для того, чтобы не образовывалась точка, которая может обратить на себя внимание. А когда дополнительный материал будет еще разбросан по местности, ну как бы это окончательно сбивает с толку. Теперь практически самое главное в этом процессе — это сеть. В данном случае сеть является универсальной. Даже просто вот сейчас брошенная на эту траву и перекрыт этой сетью рюкзак уже не такой заметный. Ну, хотя бы метров с 50. На самом деле сейчас дистанция около 15 метров. И вот я делаю трансфокацию на рюкзак, накрытой сетью. Ну и вот он практически сливается с местностью. Но на самом деле этого недостаточно. Сети вполне хватает для того, чтобы закрыть эту яму. Ну и меня вместе с ней. Рюкзак тоже можно подтянуть вовнутрь. Ну как-то он без хозяина. Первый этап. Смотрим, что происходит. Меня немножко видно. И это не проблема. Потому что второй этап — это покрытие данной сети этим материалом. Прежде чем покрывать сеть этим материалом, я, кстати, подготовил несколько колышков, которые необходимо будет вонзить в землю с таким расчетом, чтобы немного натянуть сеть над самой ямой. Ну, конечно же, оставить для себя ход, в который я, естественно, нырну. Итак, растяжка над ямой сети. Последних два колышка я забиваю там, где в финале я завяжу саму сеть. То есть, когда я залезу вовнутрь, я непосредственно за них зацеплю финальных две резиночки. Кстати говоря, резинка, она по периметру всей сети протянута.
такими небольшими кольцами, для того, чтобы она амортизировала, чтобы можно было натягивать. И она была более податлива на сами растяжки. Итак, и вот финальный колышек. Здесь он будет. Это не он, а вот это он. Так, раз, два колышек и три. Все орудия труда необходимо убрать. Раскладка самого материала. Это несложно, но важно еще учитывать творческий подход. Как, к примеру, трава в данном случае лежит небольшим направлением в ту сторону. Поэтому как бы и укладывать сам материал тоже желательно небольшим направлением в ту сторону. Укладывать следует нечеткими пучками, а так немножко разбрасывая. Вот непосредственно где находится маскировочная сеть. Дистанция сейчас 7 метров, и она вполне уже работает. Я посмотрел с расстояния и понял, что немножко не хватает некоторых зеленых вкраплений. Ну, добавлю художественную, так сказать, изюминку в это творчество. Не знаю, насколько оно улучшит, но тем не менее зелени действительно в данном случае у меня здесь маловато. Есть еще одна проблема. Это если будет сильный ветер, то это все, естественно, слетит. Но ветра сейчас нету, поэтому, пользуясь случаем, пора залазить вовнутрь. Я решил все-таки возле колышков положить косточку и два вот камушка возле каждого колышка, чтобы потом, когда я сейчас залезу, я мог их обнаружить быстрее рукой и тем самым закрепить сами резинки на колышке. Ну и, конечно, прихвачу с собой немного материала для возможного дополнительного укрытия поверх сети. Внутренность, в которой я и нахожусь сейчас. Ну, в принципе, по-моему, очень понятно. Вот самое главное, чтобы сеть действительно амортизировала в зависимости от рельефа. И этому позволяют сделать вот такие небольшие резинки, которые привязаны к периметру самой сети. Так, чтобы не палилась лысина моя, можно одеть капюшон. Сейчас я покажу, как можно спрятаться буквально на ровном месте. Но для этого мне необходимо одно устройство, за которым, в принципе, сейчас я и собирался идти. Честно, просто лень спускаться и искать. Помню, что где-то здесь, на поверхности, его было видно. Точно точку, именно само место. Не помню, но сейчас будем искать. Я не просто так плюнул, для того, чтобы понять, насколько чистый водоем, или в данном случае это лужа, нужно плюнуть в воду. И если слюна
мгновенно расходится по поверхности, значит она чистая. В данном случае комком стоит, даже никуда никто не идет. Нашел то, что искал. Важную роль в размещении играет определенный угол, свет, тень, геометрическое пространство, которое находится возле него. Малейший поворот уже начинает выпячивать то, что не нужно. У данного зеркала есть небольшой дефект, который необходимо каким-то образом спрятать. В данном случае вот это пятно, это амальгама, которая отошла сзади. Ее можно закрыть, это пятно, вернее, можно закрыть небольшим фрагментом ткани. Вот так. Этого будет уже вполне достаточно для того, чтобы оно не врезалось в глаза. Зеркало нужно учитывать еще и сам подклад под самим зеркалом. То есть если там будут какие-то крупные предметы, они будут однозначно отзеркаливать. Это иногда может послужить как в пользу, так и нет. Ну что, с зеркалом на сегодня все. А тему маскировки мы еще обязательно продолжим. Камера вторая сейчас сконцентрирована во внимании на сам узел. Я присаживаюсь, то есть даю максимальную сейчас нагрузку на узел и смотрим, как же он ползет. Есть такое понятие в узлах — ползущий